После длительной череды тизеров и анонсов компания Mercedes-Benz представила электрическую версию Гелендвагена. Внедорожник сохранил знакомую всем внешность и рамную конструкцию, получил 4 электромотора, а также имитацию работы ДВС и блокировок дифференциалов. Но это далеко не все изменения и фишки, которые получил электрический Гелендваген. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о новом Mercedes-Benz G580. С премьеры прототипа зеленого Гелендвагена прошло больше 2 лет. Изначально модель хотели назвать EQG, но от этого имени отказались, и серийный электровездеход получил название Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. От топливных версий он визуально отличается черной вставкой вместо решетки радиатора с контурной подсветкой. Также можно выбрать черную решетку с классическим дизайном, как у версии с ДВС. От квадратного бокса на багажной двери для хранения оборудования массой не более 10 кг тоже можно отказаться и установить вместо него классический кофр с запаской. Ради улучшения аэродинамических характеристик электрический внедорожник получил чуть более выпуклый капот, прорези в задних колесных арках, измененный спойлер на корме и плоское днище. В результате коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,48 до 0,44. В базовое оснащение включена адаптивная оптика с 84 диодами и 18-дюймовые колесные диски с аэродинамичным дизайном. Интерьер Mercedes-Benz G580 практически повторяет салон недавно обновленного бензинового G-класса. Разве что фамильные для G-класса кнопки активации блокировок, расположенные по центру передней панели, теперь имеют другой функционал. Медиа-система получила внедорожный режим работы, в котором отображена работа камер кругового обзора с функцией прозрачного капота, а также дополнительный режим отображения информации о состоянии электрической силовой установки. Интересно, что дополнительного багажника под капотом у электрического гелика нет. Эту нишу занимает оборудование и железо, в том числе акустическая система G-Rock. Она воспроизводит написанный специально для этой модели саундтрек. Он включает рев при разгоне, атмосферное гудение в статике и прочие звуки. Кроме того, G580 имеет улучшенную по сравнению с другими версиями шумоизоляцию. Силовая установка включает 4 электромотора по одному на каждое колесо, мощностью 147 лошадиных сил. Они оснащены индивидуальными двухступенчатыми редукторами, которые отвечают за традиционную понижайку. Совокупная отдача системы составляет 588 лошадиных сил и 1164 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км в час занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км в час. Снаряженная масса батарейного G-класса составляет 3085 кг. Это на 600 кг больше, чем у бензинового G500. В лестничную раму интегрирован аккумуляторный блок емкостью 116 кВт-час. Он снабжен жестким защитным корпусом из композитных материалов. В Mercedes-Benz утверждают, что такое размещение батареи понижает центр тяжести и, соответственно, благоприятно сказывается на управляемости как на асфальте, так и на тяжелом бездорожье. При этом был сохранен 25-сантиметровый дорожный просвет. Без подзарядки электрический Гелендваген способен проехать 473 км по циклу WLTP. Заряжать батарею можно на станциях мощностью до 200 кВт. В этом случае пополнение энергозапаса с 10 до 80% займет около 32 минут. Система рекуперации имеет 4 режима работы, отличающихся эффективностью замедления. Также можно использовать терминалы переменного тока мощностью 11 кВт. Несмотря на электрическую начинку, Mercedes-Benz G580 сохранил внедорожный потенциал. Электромобиль по умолчанию имеет переднюю независимую двухрычажку, но вместо неразрезного заднего моста теперь стоит подвеска с качающимися полуосями. Электромоторы расположены на раме. По кругу установлены пружины, а в стандартное оснащение входят энергоемные адаптивные амортизаторы с внешними резервуарами. Угол въезда составляет 32 градуса, угол съезда 30,7 градуса. Глубина преодолеваемого брода 850 мм. Это даже больше, чем у бензиновых версий. Каждый электромотор оснащен собственным редуктором. Это позволило реализовать аналог понижайки, который активируется нажатием одной кнопки и увеличивает тягу на колесах. Работает он на скорости до 85 км в час. Кроме того, для ездовой электроники предусмотрено 2 режима работы, ориентированных для бездорожья, под названием Trail и Rock. В обычном режиме электроника автоматически регулирует количество тяги на каждом из колес для максимально комфортной езды. Имеется также преднастройка для спортивного передвижения.
В итоге новинка способна выезжать на 100% подъем 45 градусов и сохранять устойчивость на боковых уклонах до 35 градусов. Также предусмотрен режим G10. Это так называемый танковый разворот на месте. Активировать его можно только на рыхлых поверхностях и сделать не более 2 полных оборотов за раз. Направление разворота выбирается под рулевым переключателем. Режим G-Steering позволяет уменьшить радиус поворота в узких местах на рыхлых грунтах. Задействовать его можно на скорости 25 км в час. Кроме того, доступен ползучий круиз-контроль для бездорожья. Он работает на скорости от 2 до 14 км в час. Функция Eco Assistant ориентирована на максимальное энергосбережение. Она подсказывает оптимальную скорость и уровень рекуперации для экономии заряда аккумуляторов в каждой конкретной ситуации. Предусмотрен также обширный набор водительских ассистентов для полуавтономного движения по магистралям и снижения риска столкновений. На старте будет предложена лимитированная серия Edition One. Она отличается особым колером кузова, темными элементами декора, подстаканниками с регулировкой температуры, особо комфортными креслами и системой объемного звучания Burmester. Цена электромобиля стартует с 142 622 евро. За версию Mercedes-Benz G580 Edition One придется выложить 192 524 евро. Выпускать электровнедорожники будут на заводе в Австралии, где производятся и все остальные версии Гелендвагена. Друзья, как вы думаете, электрический Гелендваген сможет составить конкуренцию бензиновому собрату на бездорожье? Делитесь своим мнением в комментариях, а также не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии.